Друзья, всем добра. Добро должно быть с кулаками. Да, я паук, и что с того? Играю за паучка. Также у меня много друзей. Это у нас и эльф, пока собиратель, но он довольно-таки мощный сам по себе эльф, который всех разлагает просто в желтом фиолетовом режиме своим перком эльфийским. Плюс, если дать ему в руки лук, то и в красном режиме всех умотает. У нас есть сэр Мыргалтук, это наш гоблин, который у нас является по совместительству ремесленником. Вроде как неплохо потенциально будет что-нибудь химичить, но пока что... Пока еще мал. Скилл мал, и в принципе мы мало что крафтим. Ничего не изучили пока из самих рецептов на оружие, на броньку не изучили. Пока только рецепты изучаем на ресурсы. Также у нас с вами есть Барт, человек. Это ребенок, которого мы пытались превратить в волхва, но получился у нас вот такой вот бардик. В принципе, он уже старый, благодаря нашему моду, и он делится своими навыками. Поделился навыком, например, с Седриком. Правда, тут он ему мусорный дал навык, метание гальки, но да ладно. И еще поделился навыком, по-моему, с седьмым членом нашей команды, которого уже ныне нет, уже почил, голубой пиратик. Но там он ему удачу аж дал, по-моему, если я не ошибаюсь. Что у тебя там? Да, удача у тебя есть. А, нет! Темную мудрость. Слушай, а кому он темную мудрость? Или Дионису он темную мудрость дал, даже лучше. Седрику и Дионису при взрослении, точнее при становлении элдером. Как говорят, это не старый, это серьезный дяденька просто. Вот он дал им свои два перка, разделил. Надеюсь, Артемида у нас, когда повзрослеет, тоже подарит кому-нибудь свои перки, хотя у нее такие себе перки. Даже не знаю, что из этого я бы хотел видеть у своих детей. Делится именно только с детьми. Сэр ТТ, Артемида и Седрик. Седрик — это молодой маг, которого мы получили в конце прошлого стрима. Сразу заметен мистицизма у него до жопы. Дал ему лучший гримуар дикаря и кота на мистицизм, и украшение из кожи, позволяющее повышать мистицизм. В общем, самый лучший у нас боец с хаотичными взрывами будет. Вот у нас 3 книжки с хаотичными взрывами двойными у 3 наших мистиков есть. То есть они во всех режимах, в принципе, могут биться. И у нас есть новый член команды Дионис. Новый у нас покровитель Денис Кравченко. Надеюсь, он будет очень даже внимательным покровителем и заботливым. Вот. Я очень люблю, когда люди заботятся о своих вот таких вот маленьких красавчиках. Итак, всем здравствуйте, всем добра еще раз. Боброводам, боброфилам и так далее. Что за дезинформация была на анонсе прошлого стрима? Показал нам волшебную девочку-паука, а твой паук-то в магии не шарит. В смысле в магии не шарит? Ты смотри, какой он вымахал. Не шарит. Но то, что мало ли что у него тут мистицизмы там нарисованы. Он какой здоровый и всех может. Ого-го, силой стаи своей. Паук топовый у нас прокачан. Я еще, знаете, что хочу? Хочу к Рою сходить и получить у них еще либо прочную шкуру, скорее всего, она повысится на 1 уровень, либо новый звериный скилл какой-то даст Рой. Скорее всего, не знаю. В общем, Рой тоже будет тема. А в магии он у нас зашарит. Я думаю, надеюсь. Я к чему рисунок-то на прошлом стриме, да, сделал такой с магическим всем этим самым оборудованием. Ну, блин, я его хотел оставить на подольше, когда мы превратимся в какого-нибудь, не знаю, магического зверя. Ну, ладно, видать, не дождемся мы этого дела. Ладно, давайте посмотрим, на что у нас годится новый Седрик, новый эльф-маг, которого отбил ТТ в прошлом стриме. Все так болели, все хотели, чтобы я его оставил в живых. В общем, пришлось оставлять в живых. Плюс еще на воскрешалку накастовали. Ну, с РТТ накастовал. Больше всех хотел. Теперь он покровитель, как крестный отец с РТТ. А Дионис сейчас у нас повзрослеет. У него остался 1 ход. Посмотрим, что из него выйдет. У него уже на мистицизм, в принципе, все есть, если дать кота и жезл, реликвию из песчаника. Сейчас мы с вами сделаем 7 ходов и переснарядим его. В общем, поехали, погнали. Первый у нас мрачник, это гномы, по-моему, второе испытание гномов, или 3-е.
Блин, я сбился со счета. А, нет, третье, по-моему, испытание гномов. Всего у гномов 6 испытаний. Здесь у нас мрачник в тоннеле засел, точнее, в рудниках гномов. И не хочет уходить. Гномы сказали, выбивай оттуда всех, кто там есть. То есть там однозначно гномы сказали. Вы обнаружили руины старой кузни. Издалека вы видите, как густой, темный, смертоносный туман стелется по земле. Подойдя ближе, вы слышите звук работающей кузни внутри руин. Вы даже можете ощутить тепло от огня вашей кожей. Паук в фиолетовом дно. Ну, как сам паук, разумеется, но мало ли, может быть, мы его превратим в кого-нибудь. Так, позвать того, кто находится внутри, ворваться в кузницу и всем надавать по щам. Ну, 9-й красный, у нас пока эльф не снаряжен в 9-й красный. Красным у нас мало лишь кто может воевать. У нас тут имеется пет отсюда, питомец отсюда. Здесь у нас, значит, случайные вот эти вот хаотичные взрывы. И от Д'Артаньяна тоже, скорее всего, питомец красным. Ну и сэр Дармак, как на передовой, самый главный воин, с силой стаи будет всех карать, наказывать. Но, не знаю, 9-й мы, наверное, не осилим. Поэтому давайте позовем того, кто находится внутри, и поговорим с ним. Темный туман поднялся до уровня вашего пояса. Из него, не из пояса, а из тумана, появилась огромная тень и обратилась к вам. Что надо? Сказать, что гномы хотят вернуть назад их кузницу. Я занял это место и охранял его от этих каменных людей. Теперь же они прислали тебя. Интеллект, спросите, ты кто такой? И зачем тебе кузница? Я мрачник, создание тьмы. Но это ты и так знаешь. Какое это имеет значение? Я чувствую одержимость камнем и металлом. Если это ли отзвук прошлых жизней или зов огня, кто знает. Я здесь, чтобы ковать металл. Короче, рокер какой-то просто. Так, тут есть два варианта. Либо мы в желтом проходим испытание, либо через мудрость его отпускаем. Говорим, что гномы очень уважают своих предков, павших героев. Похоже, что внутри мрачника есть, по крайней мере, отголосок гнома, так что надо рассказать об этом гномам, и, возможно, они смогут прийти к соглашению. Я не думаю, что нам этот вариант надо выбирать. Давайте лучше в желтом уделаем. Настоим на том, что кузня принадлежит все-таки гномам, и они не успокоятся, пока ее не получат. Гномы как бы нас реально заставили его выбить, а не передавать информацию о том, кто там сидит. Короче, мрачник, вали, давай, до свидания. Вот он, мрачник. С демоном, смотри, как демон. Демон выглядит прям как это. Темный эльф со светящим, пораженный светом. Что-то вроде того. Дитя тьмы, ну да. Становится сильнее под покровом ночи. Не знаю, эльф это или не эльф. Хрен его знает. И вот какая-то минавка у нас есть. Еще мистический редкий демон, способный превращаться в своих жертв. Мимикрией занимается. Ладно, на автомате мы их, конечно, убиваем. Желтый, 6-й. Для вас, мрачники, создание тьмы. И это так и есть. Но как мы стали такими? Я не знаю ответ, но чувствую в себе разумы многих существ. Может, они отдались тьме? Или это темные мысли тех, кто столкнулся с хаосом в его чистом воплощении? В любом случае, разум гнома дает мне четкие указания. Вот я и пришел сюда выковать оружие. Сказать, что хоть вы и не против его присутствия, но гномы очень одержимы идеей вернуть кузницу, так что мрачнику придется уйти. Ну и снова тот же самый вариант через второй, который здесь был. Нет, мы делаем первый. Первый вариант. Да-да, мы такие, точнее, они такие. Я уйду, потому что голос моего разума велит мне не проливать гномью кровь. Мы неплохо поговорили, возьмите, вам это пригодится больше, чем мне. Мрачник не только ушел, он еще нас и одарил. Мрачник вручает вам подарок, затем растворяется во тьме, и вы чувствуете, что черный туман уходит вместе с ним. Хорошо, туман похож на обман. Гипноз у колечка. Конечно, мусор. Рассказываем гномам. Мрачника с воспоминаниями гнома-кузнеца. Чтоб я сдох. Я даже не знаю, как к этому отнестись. Все же кузница наша по праву. Спасибо за службу, ребятишки. И мы получаем от них 6 репутаций, опыт и
Так. Здесь гипноз для желтого режима. Украшение. Здесь украшение удар мистического когтя. В красном режиме. Замечательно. Нереальная хрень. И там, и там. Реликвии из жезла тоже фигня. Ну, в общем, получали мы всякой хрени. Пойдем за третьим, наверное, заданием. Ой, четвертым. Светоносные пусть сами нас догоняют. Чё мы за ними бегать? Не обязаны, не должны. Следующее задание простое. Нужен тот, кто зачистит туннель. Убедитесь в том, что люди смогут в этом туннеле безопасно копать. Хорошо. Появилось вот оно сверху. Туннель где-то там. Ну, в общем, по пути, наверное, кого-нибудь и взгреем. Так, ну и, может быть, сейчас поторгуем, где там что. Есть ли нам смысл здесь сейчас торговать? Вообще, с гномами как бы есть смысл торговать. Другое дело, что я еще ничего не накопил для этого дела. Хотя, ну да, давайте, наверное, пока не будем. Покопим еще чуть-чуть. Ходы не будем тратить. Итак, ребенок, сразу его переобуваем, переодеваем. Будем его превращать во что-то пикантное. Так. 7 очков мистицизма у нас есть. Все, теперь есть все шансы получить волхва. Надеюсь, у нас получится. Чуть-чуть он опыта не заработал до 7 уровня. Ну да ладно. Пуф, так, я сохранюсь на всякий случай. Вдруг его покровитель здесь, а ребенок у нас сейчас умрет. Будем перезагружаться, тратить жизнь. У каждого покровителя у нас есть по одной жизни. Плюс заклинание воскрешения я могу скастовать, если мы на него накопим ману, так скажем. Так, все включаем. 500 единиц маны. Ага, у нас Д'Артаньян тут апнулся. Ну, грех не апнуть его сразу. Восприятие или судьба. Нам судьба была лучше. Где-нибудь найти судьбу. Как-нибудь найти судьбу. У него судьба в руках есть. Если мистицизм уберем, не хватает. Нет, по-моему, не получится у нас ничего с ним сделать. Так. У нас есть еще вот такое чудо-юдо. И вот такое. Нет, вообще никак ничего не шевелится. Тогда возьмем, пожалуй, смекалку. Он, правда, и так уже первый ходит. Но зато 2 смекалки. Восприятие я не хочу ему качать. Хочу, чтобы он у нас был заточен под желтый и фиолетовый режим. Все, пусть будет лучше смекалка. Возвращаем все на место. И сейчас начнем. Как? Читать заклинание взросления для нашего ребенка. Диониса. Так, что я тебе давал? Кота, по-моему, да, вот так. Великая книжка назад на родину. Все, поехали. Взрослить теперь я. Ну, в принципе, можно уже не сохраняться. Манул, привет. Скажи, какое животное лучше, большой паук, альфа-волк или королевская змея? Снова тот же вопрос, я же вчера отвечал. Они все ни о чем. Но альфа-волка я бы выбрал. Потому что, по-моему, он потолще будет всего этого остального. Хотя бы потолще для красного режима. Итак, у нас есть вот мистицизм. Ваш ребенок от рождения мистической меткой помечен. Пусть этот путь темен и опасен. Воин, ремесленник, собиратель,
и целитель. Ну, в общем, мистицизм берем. Испытание мы проваливаем. Ну как, проваливаем не сильно. Делаем еще одного барда. Мальчик оказался недостаточно силен, чтобы стать волхвом. Здесь написали гусляром. Здесь написали бард. Чем так вот как-то все это дело работает. Так, метка притягательный, владеющий магией. У Сэрот это еще и красивая метка есть. Мне интересно, почему у Седрика то же самое, а он вроде как должен быть еще Elder Race. Он же эльф. Должен быть древней расой. Но он не является древней расой. Так, ладно, у нас есть еще один с вами бард. Что ему там дали? А, ну вот он, щит черной крови беспонтовый. К сожалению, дали. По-моему, 1 уровень темной мудрости. Вроде было у него 2 уровня. Также проклятие, но это дело поправимое, это дело излечимое, так что ничего не переживаем. Так. Возвращаем на родину призрака. Как у него мало всех характеристик. Прям смотрю и плачу, смотрю и плачу. Ему, в принципе, шмотка на ускорение не нужна. Я думаю, не будем мы ему ее отдавать. Так, в ручки. Хотя шмотку отдадим для автобоев, она поможет немножко. Пока детей нету, потом ребенку отдадим. Эта шмотка чисто для детей нужна. Так, а в ручки вот что мы ему дадим? Блин, одноручного оружия жалко нету. Хотя... Давайте просто так стальной щит дадим. Пожалуй, нет. Вот, реликвия из печатников. В принципе, все остальное можно продавать, кроме лука жизни. Оно нам не нужно. Даже мишку. Вот кабана еще можно не продавать. Его у эльфов можно будет проапгрейдить. Ну или у кого-нибудь еще. Ладно, в принципе, мы зарядились. Все, повзрослел у нас персонаж. Отправляемся выполнять остальные квесты. И зарабатываем репутацию гномов до 50. Дети земли у нас сейчас 35. Так, нам куда-то сюда надо бежать. Снизу он показывает, можно пройти. Давайте послушаемся. Что-то не хочу я обсидиан добывать. Обсидиан ты мне не интересен. И насчет торговли. Я вроде бы понял, про что вы говорили. Точнее, Кир нам говорил. Вот здесь надо нажать, наверное, переключатель. А потом зайти и торговаться в города. Чтобы мы могли торговать тем, что в руках. Наверное, так это работает. Но вот мне так неудобно. Надеюсь, вспомню перед торговлей переключатель этот переключить. Так, ладно. Так, хорошо. Нечего нам делать. И ладно, забудем. Поехали дальше. Какие у нас на этот раз приключения от гномов поджидают, узнаем. Вы нашли старую пещеру, которую гномы просили зачистить. Начать зачистку с западного тоннеля. Западные тоннели в основном необитаемы, так что здесь нет никакой опасности. Но здесь полно всякого мусора, который надо расчистить, чтобы гномы могли приступить здесь к работе. Эльф, разгребать завалы, да ни за что. Ремесло, инструменты. Сначала изготовить экипировку для увеличения эффективности вашей работы.
прям за эльфа прям хочется попробовать, но вряд ли это мы завалим квест, я думаю. Эльфы, гномы, я вечно спорят. Так, давайте вот это сделаем. Воли немножко потеряли. Вы копаете так долго, что вам уже кажется, что это никогда не закончится. Но наконец-то тоннель чист. Все остальные тоннели ведут в тупики. Это утомительно, и это, оказывается, сказывается на вашей воле. Рассказываем гномам. Продолжив копать глубже в вашем тоннеле, гномы находят мифрильную жилу. Они очень благодарны вам, гномы достойно вознаграждают вас, и ваша дружба становится крепче. Плюс 4 всего-навсего, да что-то не то. Что-то совсем мало. Ого, вьючная коза, 320 грузоподъемность. Топор, да, который они, наверное, не будут у нас принимать. Ладно, понял. Идем обратно. Гномы дают задания на землях орков. Занятно. О, я на светоносных, что ли, напал сам? 9-й желтый, я их замочу или нет? Давайте попробуем. А вдруг замочу? 3 леших. Уху-ху, сейчас, наверное, огребу. О, я же в желтом раны получил. Автоматом мы проигрываем. Ну, блин, что же меня... Я думал, это вообще город гномов. Что-то навел, не посмотрел. Так, ладно. Поди как-нибудь должны выжить. Вдруг все испугаются и опять не выйдут с нами биться. Надо не забывать про щиты. Может быть, щитами что зависим. Ах ты ж, зараза, выдвинул все-таки 2 леших. Гадский, мерзкий паразит. Так, пожертвовать ходом 2 персонажей, чтобы 2 раза выставить эльфа. Как вариант. Давайте так сделаем. А ты зараза, ты смотри, что делает. Продолжает выставляться. Всех 3 выставил. Ладно. Надо теперь это как-то будет убить. Как же нам это потом убить-то? Этот по 31 бьет. Это по 22. Здесь питомец хороший. Тут по 26. Привет, привет. Настроение, блин, сонное. Завтра в больничку идти, так что еще и не радостное, грустное. Сколько книжка сосет, маловато как-то урона снял Сента. 1,4. Истощение силы высасывает. Так, как-то нам надо, блин, их за 2 хода будет грохнуть, да? А они он еще и ходят первые. Так, чтобы они первые не ходили, мне надо по-любому призраками сходить. Еще может замедлить вот этим скиллом. Так, но мне призрак 1 мало. Призрак 2 есть. И нужен еще кто-то, кто закроет с 3-го энта. О, кстати, паучок может закрыть. Он бессмертен у нас в желтом режиме.
Так, если мы паучком закрываем... Два призрака ставим. Бабушкой ходим. И все тогда, да, у нас получается. Больше никто не походит. Урона мы много не нанесем. Это получается мы нанесем 66 до 66. 132 урона в одно тело. В одно тело 132. Это крайне мало. Крайне мало, и танкануть мы не сможем все 3 удара этим эльфом. Что-то хреново получается. Так, 130... Сколько там? 132 урона, да, 132, 90 еще... Ох ты ж. Все 90 урона. Надо где-то взять каждому. Не получится так. И это он еще не полностью походил. Не, походу слив. Походу слив. Так не получится ничего сделать. Не получится, блин. Крысок здесь не призывать. Ладно, отступаем. А что будет, если отступим? Это я не помню. От рассадника, от этого. Что-то я не очень помню. Ну нет, я не вижу, чтобы мы победили. Призраки, конечно, несут урон. Но очень маленький. Этим мы немножечко ослабим врага, но тоже не сильно. Нет, я думаю, не справимся. Давайте попробуем отступить. Что там у нас? Красное ХП сняли. Так. Ну, вроде я что-то критического не вижу. Так, вас разбили, вы вынуждены бежать. Один или более спутников могли попасть под их власть. Нет, вроде никто не попал под их власть. Все живые? Все живые. Все, даже это, штрафов никаких нету. Ладно, залижем раны, ничего страшного. Уф, вот это я перепутал. Вот это я не на того напал. Так, ладно, тут что не будем делать. Да ладно. Эльфы, как известно, придирчивы в выборе партнеров, но, видать, утонченный взгляд привлекла человеческая красота. Эльфийские дети рождаются от таинственной связи, и, кажется, двое наслаждались этой связью. Последствия такого союза могут быть разными. Ребенок вскоре появляется, и мы узнаем. Что узнаем? Как может привлечь человеческая красота, если это оба эльфа? И Седрик, и Д'Артаньян оба эльфа, оба мужика, но они родили девочку. Ну вот как-то так это работает. Это генетика. Ничего вы не понимаете. В общем, есть у нас эльфенок. Еще один. Седрику мы, разумеется, мистицизму бахаем. Ему он нужен. Так, ну давайте посмотрим, что за эльфенок получился. Теперь эльфенка, блин, выращивать. Эльфенка и гноменка одновременно. Так, это у нас 10-й. Пока без имени. Пока покровителя нету. Дадим ему... А где мой быстрый кабан? У Артемида сидит. Дадим ему быстрого кабана. Ой, Артемиде что дать? Давайте дадим ей вьючную козу. Вот так. Хорошо.
Эльфенок, у него тут все по 4, кроме мистицизма и силы. Также у него тактический маневр имеется. И 43,43 хода до взросления. Да мы замучаемся ждать, пока он повзрослеет, и это хорошо. И это очень хорошо. Во, у Седрика появилась Elder Race. А здесь юное дарование, так скажем. Понятно. Все постепенно прогружаются все теги, хорошо. Так, ладно, идем дальше за заданием. Так, дерево какое? О, кстати, смотрите, что. А, это не то, это сдать дерево. Тут всегда работало. Сейчас еще в торговле потестим. А, как я тебе дерево сдам? Это плюс это, что ли? Ни хрена вы захотели. А, погоди, кого я? Я же просто свою группу смотрю. Я даже не торгуюсь еще. Не буду я им дерево сдавать никакое. У нас с каменными троллями сложные отношения, говорят гномы. С некоторыми мы дружим, с другими не все так гладко. Кучка этих больших ублюдков разбили лагерь в руинах неподалеку. Слушайте, я все понимаю, но у разрабов какой-то пунктик. Всех ублюдками называют. Вот в каждом квесте вот это слово есть. Все, кто нехорошие, все вот таким словом. Так, мы хотели обыскать эти развалины, но тролли сожрали наших разведчиков. Мы бы хотели разобраться, что с этими козлами не так. О, вот слово козлы появилось. Но нам не хватает людей. Сходишь туда вместо нас? Разумеется. Мы же хотим, чтобы нас сожрали. Какие-нибудь, блин, тролли. Только об этом и мечтаем. Поэтому сходим обязательно. Так, где они? Угу. Прямо по курсу. Так, прямо по курсу, прямо по курсу. Топазы пойти подобывать. Я думаю. Грузоподъемность у нас позволяет еще таскать экипировку, поэтому пусть будет. Всем привет. 1,5 месяца взросления норм. Да. К переводчикам вопрос. Мы же переводчики. Разные слова в одно переводили. В одно и то же каждый раз. Ну, может быть. Может быть, оно и так. Кмух, который зачарованный ведьму сукой называл. Ты как этот, как Ябита. А вот Кмух называл ведьму сукой. Вот я уже даже не помню про это. Вылетело, наверное, из головы. Так, еще один рассадник, но это помельче. Этот, может, и победим. Кстати, только до него мы можем дойти. Пойдем сразу до него тогда. И что у нас сейчас с жизнями? Со здоровьем? Все фуловые? Че, нападем? Попробуем этих убить. Тут один всего леший. Этих поди сможем. Я не знаю точно. Но я думаю, сможем. Давайте попробуем. 8 всего лишь. Даже автоматом побеждаем с большими травмами. Поехали тренироваться, а то я сегодня залью картку без тренировок. Тренировки нужны постоянно. Во всем. Бастардс, они же ублюдки, они же бастарды, они же гады. Понятно. Он же Вася, он же Федя, он же Петя. Че ли в этот раз большую толпу накидать? Всех вытащить на поле боя, что ли? Не, хочу 2 раза эльфа.
Все, заработало. Тактика заработала. Враг испугался. Враг засцал. Так, теперь вопрос, кого бы мне выставить? Нет, тут, наверное, все-таки призрака выставлю. И кого мне не выставить? Наверное, паучка выставлю. Край сюда. У меня сколько? 4? А, нормально. Нормально. Сейчас сделаем вот так. Сюда паучка. Потом уничтожителя всего и вся. Кстати, он тоже уже может глазом предков долбить. Даже не знаю, чем лучше. Наверное, все-таки книжка у него получше работает. Сюда поставим. Кенни убили, сволочи. Общее ругательство. Ну, ясно. Ничего не поделать. Так, вот так прикроемся. Эх, что-то выглядит все печально. Что-то все печально выглядит. Кажется, нас опять уделали. Так что ли ударить? Вот так реально. Так, леших мы добиваем. Тут сейчас много прилетит по Седрику, я так понимаю. Правда, не знаю, куда будет гном бить. Вот этот. По Седрику или по паучку. Ну, по паучку в любом случае будет меньше урон. Нормально, короче. Так, хорошо. По Седрику вообще не пролетело. По пауку без разницы. Тут вообще это ХП можно в минус насколько угодно уводить. Ничего не теряем. Да ладно, получилось что ли? Вроде бы получилось. Ходим мы первые, так что терять нам нечего, можно просто до конца отжимать. Ну, вот здесь на тоненького, но это 8-й желтый на тоненького. А там был 9-й желтый. 9-й желтый вообще не побеждаем. А вот 8-й желтый пока тянем. Опять ничего не получили, никого. Ну ладно, хоть опыт получили. Это ничего страшного, низкий уровень здоровья только касается нашего паука. Так. Побольше костей надо добыть.
Что-то мы еще добывали. Ну ладно, пойдет. Так. 3 очка науки у нас есть. Надо будет подумать, куда их потратить. Дионис почему-то захотел судьбу. Я вот не знаю, что ему качать. У нас уже этих мистиков до хрена. Ну, в принципе, потом книжки изучить, скрафтить и ходить всех дубасить книжками одними. Тоже нормально. Раз у него много мистицизма, будем стараться ему мистицизм давать. Так. 2 судьбы, 2 судьбы. Нет, не получилось дать ему мистицизм. Ладно, давайте судьбу берем. Тогда примем судьбу. Судьба — это удача. Удача — это вообще все. Так, что у него там было-то? Так, привидение было и грузоподъемность, да? Нет. Да. Сюда тоже еще сумку можно на грузоподъемность будет купить. Так, если желтого ХП нет, то обычные ребята с шансом убегают. Красные дохнут. А фиолетовый бьет по красному. Да, вот так мы и потеряли в прошлом стриме голубого пирата, голубого арчонка. У нас был минус 80 фиолетового ХП у него. Красное было фуловое. И на следующий ход он помер. Мы 2 ритуала провели, но это нам не помогло. Двойное восстановление фиолетового ХП. Всем помогло, ему не помогло. Вот так вот. Бывает. Оказывается, и такие неприятные инциденты. И главное, сейф выпал именно на тот момент, когда он помирает. 210 ход. В 210 ходу игра автоматически сохраняется. Ну и, в общем, ничего мы не смогли сделать. Так, выслеживаем троллей. Мы нашли пещеру с каменными троллями, о которой говорили гномы. Мы выслеживаем троллей благодаря тому, что у нас есть охотник или человек с большим восприятием, или эльф. Вы видите, как несколько троллей и каменников столпились над чем-то и спорят друг с другом. Долго еще? Долго, тихо. Может, пойдем уже? Нет. Так, приблизиться к троллю, спросить, что тут за заваруха. Они поворачиваются к вам, и вы замечаете домового, который тихо сидит в центре камней. Главный тролль говорит: «Что тебе нужно, коротышка? Ты пришел помочь?» Природа. Поскольку тролли — создание природы, а природа — ваша сфера, прикажите им уйти. Я приказываю вам уйти. Вам. Ну, один тролль вышел, только вот с ними бьемся. Ни хрена у него статы. Охренеть. Каменные тролли, самые распространенные тролли, любят пожрать, особенно людей, склонны к взяточничеству и охране мостов за деньги. С юмором описание. В желтом режиме возмездие у него есть. И все. А, боевой клич есть. Вот, боевым кличем на 40 урон будет бить. Еще и регенерации у него нет. Прямая атака до 2 уровня прокачана, удивительно. Автоматом побеждаем, в принципе. Я думаю, автоматом сыграем. Давайте смотреть. Мы не уйдем. Наши малыши пробуждаются. Если мы уйдем сейчас, то они умрут. Зачем вы слушаете каменных людей? Почему они нас прогоняют? Подумаешь, мы съели одного из них. Он сам виноват, дразнил нас своей аппетитной задницей с красными труселями. Маг, предложить им помощь в пробуждении их детей, после чего пусть они уходят без промедления. Сказать, что им не нужно уходить, что вы объясните всю ситуацию. Настоять на том, чтобы они покинули место в течение дня. Предложить им еду. Вы слышали, что еда помогает росту троллей, возможно, поможет их малышам. Ну давай через мага сыграем. Самая очевидная тут вещь.
Вы остаетесь ненадолго, чтобы помочь троллям провести ритуал пробуждения их детенышей каменников. Когда время приходит, тролли отгоняют вас, так что вы не знаете точно, как появляются на свет маленькие тролли. Известно, что это требует магии и присутствия взрослых. Они забирают детей и медленно уходят, оставив вам награду глину. Кивнуть, пожелать всего хорошего. Гномы сказали, что пробуждение детенышей каменников – счастливое событие для всех. И они довольны, что вы не вмешались. Ваша дружба растет. 7. Репутация. У нас осталось еще 4 единицы репутации. И гномик у нас в кармане. Блин, не брать что ли гномика, подождать пока эльф вырастет. Я не знаю, короче. Нет, ладно, возьмем. Просто сейчас и так уже опыт делим жестко. Ну ладно. Бежали брать. Рыба. Так, рыба, рыба, рыба. В готовке мы можем приготовить... Ну вот снова у меня кость слетела почему-то. Не знаю, что она теперь слетает постоянно. Надо ее вообще убрать. Потом на другой ход добавим. Мне тоже пирата жалко. Привет, ТТ. Покровитель всего и вся в этом мире. О! Блин. Ну, в любом случае, слова Божьи мне не нужны. Я вот думаю, эльфа качать стоит или не стоит вообще ему, в принципе, в будущем. Или от мистицизма играть. Ну, у него судьбы, в принципе, много. Ну, пока не лишнее. Ладно, пока не стоит заморачиваться. Из двух зол выбираем самое полезное зло. Попали в засаду бандитов. Так, что мы тогда делали? Очаровывали, я помню. А потом убивали. И получили ребенка. Опа, да ладно, ни хрена себе ребенок. Гоблин-собиратель к нашим услугам. Есть гоблин-крафтер. Теперь ему в пару Фред, гоблин-собиратель. Будут два друга. Крутяк. Ну, Фред, это я, конечно, загнул. Имя у него пока нету. Будет просто пока гоблин. Ну, крутяк. Армия потихоньку растет. Это круто, круто, круто. Правда, жалко, что собиратель. Что у него там за характеристики? Ремесленники, мастер-собиратель. Меток нету. Уже два ничейных персонажа. Так, что там Эльдорос? 10 скорости. Так, 7 скорости. У этих тоже по 7. Нормально, ему больше не нужен кабан. Можем дать ему медведя. Пусть на медведе пока разъезжает, ибо маленький. Так, гоблин. А вот с гоблином я, наверное, проверну вот эту фишку с броней. То есть щитами прикрывать. Будем ему подбирать самую крутую броню. Щит. Еще меч одноручный, который щит повышает. И еще вот кольцо на броню. Ему потом найдем, поставим. Пока такого нет. Класс не буду. Никакое. Чтобы не отвлекаться. Ладно, поехали.
Мы, кстати, наверное... Ну ладно, пока рано. Что там, древесина опять появилась или нет? Нет, еще до сих пор ни одного полена нового нету. Последний квест проходим, наверное. Лет 100 назад мы перебили кучу орков. Не так давно эти гады снова вернулись за добавкой. Нам некогда разбираться с одним и тем же врагом дважды. Если хочешь заслужить наше доверие, тебе придется с ним справиться. Идем бить орков за гномов. А, они вернулись с того света, даже так. Кстати, может быть, сейчас стоит поторговать. Попробуем сделать этот финт ушами, про который я говорил. Вот здесь включаем переключатель отображения снаряжения, а потом идем торговать. Проверим, работает это или нет. Я еще не проверял. Торговать. Нифига это не работает. Не хотят они оружием торговать, которое у нас в ручках. Аж чешуеть. 52 брони. Стихийная бронька. Желтый, красный. Дайте 2. Еще 16 тысяч. Так, еще 12 тысяч. Еще 10 тысяч. Блин, вот покупать надо снаряжение, когда мы с ними друзья уже будем. Ну, блин, такую броньку упускать нельзя. Снаряжение будет намного дешевле. Ну, давайте, конечно, попробуем. Но мне кажется, еды у нас нифига не хватит. Мы тут в последнее время вообще не крафтили эту еду. Нету еды больше. Облом. О, да ладно. Ладно, все. Со слезами на глазах. Наторговался, блин, натестил. Натестил себе 0 припасов, да? Так, давайте ломать это нафиг оружие, которое они у нас вообще не смотрели в качестве торговли. Все. Так, а вот этот доспех мы сразу оденем на кого-нибудь, кто будет в красном режиме неумолимо всех нагибать. А, ну это вот она, аналогичная бронька. Седрику, что ли, давать? Ну, давайте дадим Седрику. Чё? Да ладно, 75 килограмм. Не можешь поднять? $219. Мало кто может.
Д'Артаньян и так мощный, блин, я не знаю, давать ему или нет. Чё бы нет, пусть танчит, он у нас самый сильный. Ну как-то так, ладно, пойдет. Дионис тоже гусляром получился. Ну да, бардом. Тут же перевели как бард все-таки эту тему. Тоже неудачно получилось. Ну, зато не помер. И скелетом не стал, и летучей мышью не стал. Хотя вот я бы летучую мышь в отряд бы ради прикола получил. Это было бы весело. Так, квест. Куда нам идти? Сюда. Орки именно там лежат. Точнее, никак. Уже не лежат, уже ходят мертвые орки. Вокруг пойдем. Умный гору топазов не обойдет, умный гору топазов соберет. Ух ты ж. Так, 3 и 5 как раз. Одно того пойдет. Что у нас за состав? Где паук? Добрый вечер, Дмитрий. Что у нас за состав? 2 эльфа, точнее 3 уже эльфа, 3 эльфа. Сэр Дармак паук. 2, получается, барда есть у нас. 1 молодая ведьма. 2 гоблина. Один из них крафтер, другой собиратель. Вроде бы всех перечислил. Никого не забыл. Но паучок вот он, симпатяшка нас. 74 хп. Хрен ногой раздавишь. 25 силы. Укус в красном, 91 урона. Так, пошли орков кусать в красном. 20 типов еды жуем. Все хорошо. Почти добежали. Так, добывать здесь как обычно, да? Сердца будем кушать. Так, а из еды, ну пусть вот это скрафтит. Ее меньше всего. Странно, что хила нет. Ну да, нет у нас хила, у нас дивана хилит. А, у нас зрители хилят, елки-палки. Привет, Серега, здравствуйте всем, кто подтянулся. Смотрит нас что-то дофига человек, очень рад. 17 лайков, большое спасибо всем за лайки. Хила у нас нету. Могли вот сейчас, например, сделать хила из ребенка Диониса. Но
Играем аутентичненько. Мы играем за дивана. У дивана покровительствует зверям, эльфам и лесным демонам. Вот именно вот эти 3 расы я и пытаюсь получать по максимуму. Ну, если от меня это зависит. Если нет, то что получается, то и делаю. Так. Скажем. Вы приближаетесь к кладбищу, куда дети земли послали вас разобраться со скелетами орков. Атакуем с разбега. Используем мудрость или скиллы охотника. Скелеты орков, похоже, привязаны к определенному месту. Сделайте несколько огненных ловушек и сожгите этих покойников в пепел. Букву пропустили. Так, магия. Вы знаете, как бороться с неживыми. Подготовьте ритуал. А давайте подготовим ритуал. Я хочу через магию. Вы провели ритуал для ослабления темной магии, управляющей этими костями. Теперь, когда скелеты ослаблены, вы можете сразиться с ними в мире духов и окончательно уничтожить их темную связь с некромантом. Испытание очень легкое. Уничтожим темной, магией. Своей темной магией и вражескую темную магию уничтожили, получили бафы фиолетовые, получили наконец-то репутацию, достаточную для того, чтобы купить уже гномика. Вы уничтожили чары, которыми были оживлены орки. После этого скелеты превратились в кучку костей. Гномы поблагодарили вас за устранение неприятностей и оставили вам награду. Одного барана. Сверху вьючная коза, внизу написано баран. Вот как хочешь, так и понимай. Это как медведь и медведица. Тоже та же самая фишка. Ну ладно. Побежали покупать. А, теперь-то у меня денег нету, блин. Где теперь деньги брать? Не знаю, найдем где-нибудь, что-нибудь найдем. Я думаю, где-нибудь мы их найдем, эти деньги. Сверху надо там остановиться. Как пришли, так и возвращаемся. Так, топазы. Налегаем. Вот интересно, топазы 2-го тира и шкура тоже 2-го тира. Обе продвинутые. Но одна добывается, блин, 520 единиц работы надо. Так скажем, единицы работы. Нормально же? На другую надо 380 единиц работы. Как так? Почему не одинаково, я не понимаю. Так, ну ладно. Ого, набафались. Так, это мы все сделали, теперь приготовим. А, у нас только один крафтер остался, все понятно. Тогда просто крутим. Гномы как тормоз всего пати. Нет, спасибо. Почему нет? У нас есть кабан на 3 скорости передвижения. Кстати, я этого забыл поменять. Козу барана. Более мощную козу барана дам. Так, кстати, могу эльфенку вместо мишки дать вьючную козу. Как вариант. Трудозатраты должны быть разные, ценность разная. Да почему разные? Это одинаковые же, они же 2-го тира оба. Где там разная эта ценность? Ценность 35. Ценность 30. Точно разная. Количество эссенции одинаково. 0,9. Ну да, ценности разные. Ну блин. Интересно ты связал. Я бы так никогда не связал с ценностью. Так, эльфенок. Разумеется, мистицизм тут нужен. Но давайте попробуем пошаманить немножко. Один мистицизм это маловато. Благо есть чем шаманить. А, есть чем. Котом и все. У этого опять ручки слабенькие. Фиг что поднимут.
Ну давай, кот. Есть. Кот красавчик, намяукал. Сколько надо всего. Какую гадость качать? Метание гальки или щит черной крови? Какую из двух гадостей качать? Ну, давайте щит. Так, здесь, разумеется, любимчика Фортуны берем. Отлично. Возвращаем все на родину. И покупаем гномика. Удастся ли нам это сделать? Интересное жилище у них, прям вот хорошо так видно первый раз. Почти ничего не мешает, кроме этих двух деревьев чертовых. Вот это здание уже на карте мы видели, такое овальное. Это вот мрачник, где сидел в шахте. Тоже так же было нарисовано. Но остальное вроде не сильно интересно выглядит. Ну ладно. Так, много новых вариантов появилось. Древнюю кузницу посещать здесь не нужно. Смысла от нее, кроме бафов, ничего не дает. Если бафы вам нужны, конечно, посещайте. Но не выбирайте первые варианты. Лучше последние три выбирайте. Хаос там, свет. Вот природу, гармонию, вот это они не любят. Магию, хаос, свет, по-моему, нормально. Так. Посмотреть, можете ли вы нанять кого-либо. Есть ли у них дрессированные медведи на продажу? Вот это тоже надо будет взять. Причем, по-моему, шанс выпадения вот этого варианта, он ограниченный. Давайте сначала дрессированных медведей, а потом гномика наймем. А зачем мы нанимаем медведя, если мы им не пользуемся? А для того, чтобы у нас вот такой вот медведь был, который стоит намного дороже, чем 450. Вот зачем. Стоит он 360. Ну не угадал. Не получилось, не фартануло. Так, теперь просто нанимаем кого-либо. Давай уже книжки изучай и крафти. О, кстати, да. Книжки же можем изучить. Кузнец-гном машет рукой. Покупай кого-нибудь. Дети смотрят на вас. Подходим к детям. Гномий ребенок, приветствуем. 15 тысяч. Все как по шаблону. Вот здесь работает. То, что в ручках, можно тоже продать. Так, 15 тысяч. Ну тут по-любому полетел медведь один. Вот эти хоть железо принимает. О, кстати, можно медведя не скидывать. У нас же мифрила дофига. Мало? Что? Лол. Так, что еще скинуть можно? Вот этого медведя дешевого я бы скинул. А, еды нету, да? За едой хрен расплатишься. Так. Ну ладно, придется медведя отдавать. Для этого мы его и таскаем. Дерево же легче? Да, на целый килограмм легче. Это лучшая валюта. Это так и есть. Спирт, здравствуй, привет всем, кто подошел. У нас новый член пати. Мужик. Хьялмар. Ну, гномик, короче. Это имя мы не оставим. Какой-то у нас сегодня бэби-бум. И эльфенок, и гномик появились, и гоблин, правда, взрослый. Взрослый бэйби. Так, скорость у него 6, даже с кабаном 6. Но у нас есть кое-что еще. У нас есть вот такая еще скорость. Все. Семерка. Как с куста.
Семерка есть. Так, здесь тоже семерка есть. Все, мы с одинаковой скоростью теперь все бегаем. Минимальная 7. Отлично. Гномика. Давайте посмотрим, что у него здесь. Беспонтовый перк. Ядовитый метательный кинжал. Да. Пока все грустно, но я думаю, мы из него сделаем человека. Ну, точнее, рунного мастера. Хочу рунного мастера. Для этого нам надо качать ему много-много судьбы и удачи. Где мы ее брать будем, я не знаю. Вероятность получить рунного мастера очень низка, и если ты его не получаешь, то вторая вероятность это смерть. То есть либо рунный мастер, либо смерть. Там другого не дано. В этой, как она называется, в вариантах. Вот он у нас. Взрослый гном нам не нужен, у нас есть лояльность. То есть мы на этот блок выходим с вами без проблем. Мальчик у нас есть? Есть. 10% плюс удача. Вот все, ни судьба, ни сила не нужна, ни мистицизм никакой народного мастера, ни черта подобного. Это самый лучший. Это самый лучший из гномов. Самый мощный юнит гномов, которые есть вообще. Поэтому он очень тяжело получается. Здесь качаем удачу. Но, возможно, если его покровитель захочет, будущий, чтобы стать его покровителем, напоминаю, надо в конце стрима, после стрима в комментариях написать свое пожелание. Если будет несколько человек, то кину кубик и выберем кого-то одного из них. Вот. Так, ну либо делайте как... Либо лезьте вне очереди, как сделал наглый ТТ. Разжалобил меня своими донатами. Бессовестный. Вот, пришлось. Ну, в принципе, я доволен, что ТТ взял под покровительство сэра ТТ. Вообще молодец. Так. Так что гномика берите. Я знаю, многие уже хотели. А многие, наверное, напишут. Будем кубик кидать в прямом эфире в начале следующего стрима. Это будет уже в пятницу. Так что сегодня мы доигрываем, и следующие 3 стрима уже на следующей неделе. Гнома взяли. Что делаем дальше? Дальше у гномов делать вообще, в принципе, нечего. Мы медведя купили. А больше у них... Так, я вам экран еще не свернул, да, по-моему? Больше у гномов, по-моему, делать нечего. Ну, можно квест еще сделать последний. Или сколько мы там уже сделали, не знаю. Всего 6 квестов, сколько там сделали, не помню. Сбился со счета. Медведь раз в 8 ходов. 4-й или 3-й тир. Падает. Древняя кузня бесполезна. Ну и все. Больше у них ни черта нету. Можно еще снести их в город и получить с 1%. Точнее, с шансом 0,5%. 0,5%. Гномика. Но это такое. Не знаю, возможно ли вообще. Слушай, а проклятие у них снимают? Сейчас так посмотрю. Восстановить. Восстановить. А, и снять все проклятия. Вижу, можно сделать. Это нам надо через гнома зайти. Шанс 30%. А, шанс будет, наверное, повыше. Можно попробовать снять проклятие. Давайте попробуем. Ходы еще пока есть. А, еще поторговать я хотел, но уже нету у нас ресурсов для торговли. Нету нужного варианта. Воли, раны, все. Красное хп и желтое. А вот тут еще должна быть с гномом надпись. Вот он проклятие снимает. Если бы у нас был рунный мастер, то появилась бы надпись с рунным мастером. Тоже там с каким-то шансом. Ну ладно, не важно. Побегаем пока с проклятием, ничего страшного. Так, ребят, давайте искать темных, точнее ночных демонов. Они обитают на землях орков и на землях гномов. На землях гномов мы уже пошарили, тут их нету. Земли орка мы вот с этой стороны оббежали, побежали наверх.
И затем побежим к гоблинам. Квест Ивана проходить. Превращать ТТ в волхва. Ну, наверное, вот такой кружочки сделаем. Или сразу туда побежать. Вдруг мы не успеем, вдруг умрет ТТ. Да, наверное, сразу давайте побежим к гоблинам. Хрен с ними, с ночными демонами, потом к ним. Сначала квест Ивана. Вот тоже интересно. А как у нас квест? Вот мы сделаем волхва, да, из барда. А старость это обнулится или не обнулится? Станет он снова молодым или не станет? Или мы только сделаем, он сразу умрет? Тоже такое себе не хочется. Чуть-чуть не хочется такого. Так. Помню, костей там много было. Угу, у нас мало осталось. Угля очень мало. Надо искать. А, изучить книжку. Да-да, сейчас изучим. А, может даже обоих получится, но я не знаю насчет обоих, что там как получается вообще. Я вообще не в курсе, как это делается, потому что это мне сказали на стриме. Я сам про этого волхва нифига уже не помню. Может быть и помнил, а может и не знал. Так, это мы изучили дело. Давайте глянем, что мы сможем скрафтить. Меня интересует гримуар, который стреляет 4 случайными шотами, хаотичными взрывами. Он, по-моему, стихийный. Опа-на. Не тот. Не тот. Цепная молния многим людям нравится за то, что он по 6 целям бьет. Но это не панацея. Он от судьбы еще, кстати, работает. Нам нужен другой. Так, это то же самое. А, тут фиолетовый, тут по цветам, да? Что-то такое было. А, это все равно фиолетовых больше эссенций, поэтому не проканало. Понял. Так, здесь опять фиолетовых больше. Что ты будешь? Это, блин, сущность забвения слишком мощная. Сюда ее придется класть, что ли? Проблема. Надо, в общем, будет нам кожу тогда на кожу выходить. Какую-то кожу крафтить или какие-то кристаллы. А, ну кристалла нет, точно нет. Надо на кожу выходить, посмотреть, что получится, если через кожу скрафтим. Ну-ка, давай сразу посмотрим. А то потом получится так, что зря. Если чисто красный. Так, хаотичный тройной взрыв. А, вот он, четверной. Точно, нам кожа нужна, чисто кожа. Кожа, кожа, кожа. Вот он. Вот это нам вариант нужен. Ну, мне. Легендарный гримуар очарования. Ну, или типа того. Так, так, ну это надо выходить на боевую кожу и выходить на изменчивую материю. Вот сюда. Ух, это нам надо 9 очков прогресса. Пока одно есть, уже хорошо. А, идем улей искать еще, кстати, вариант у нас. А улей у нас где?
бывает рой. Я не помню. Нет, пошли сначала с Иваном сделаем, а потом уже с Улием. Может быть, он у гоблинов, кстати, Улей есть. Не знаю. Сейчас, кстати, гляну сразу, что я парюсь-то. Че я парюсь? Рой. Земли гоблинов и земли славян. Все, правильно. Идем искать стингеров. По пути квест сделаем Ивана. Эх, ходы закончились. Продолжаем выбивать очки науки. Угля нет, поэтому вот алмазики мы уже делать не сможем. Так, нас ждут гоблины. Не знаю даже насчет квестов гоблинов. Блин, 2 ребенка, надо их качать. Зря я, наверное, гномов бросил квесты. Надо квесты добить у гномов. Там 1 или 2 остался. Не, пошли добьем. Пошли добьем. Ну его нафиг. О, не зря, не зря. Так, ну здесь я желаю удачу, это однозначно, так что даже спрашивать, ребят, не буду. Нам надо повышать удачу для рунного мастера. Это по-любому. И эльфу, кстати, тоже, если эльф-маг опять пойдем по этому пути, тоже ему удача не помешает. Блин, не выпало. Кому надо? Ну ладно. Снова Д'Артаньян с РТТ, по-моему, им и выпадало в прошлый раз. Или нет? Не помню. Эх, все, уже не хватает. Уже не хватает очков. Заниматься ребятам нечем. Сейчас будем гномов еще мучить, наверное. Так, левелапчик. Гоблин, гоблин, гоблин. Ты у нас собиратель. Чем мы из тебя вырастим вообще, я не знаю. Может быть, второго ремесленника сделаем, кстати. Хрен с ним, что он собиратель. Или мастера-собирателя прокачать. А что там ему надо для собирательства? Собирательство. Блин. Так, восприятие, мудрость, судьба. Да, восприятие больше всего влияет на собирательство. Мудрость хуже влияет. Восприятие, значит, гоблина постараться выкачать. Восприятие. Как же мне его... ему преподать-то? Так, у нас есть кольцо на восприятие. И все, больше ни черта у меня нет на восприятие. Но вот одно можно взять. Ведьме слабость прокачаю дальше. Метка от внимательности. Внимательность мы Артемиде не качали. Да, 4 восприятия, 6 мудрости. Тут и мудрости, кстати, не особо. Ну ладно, слабость все равно круче, чем метка сама по себе.
Блин, охота двух крафтеров, если честно. Два гоблина, два крафтера было бы вообще замечательно. Нафиг, давайте крафтера делать. Так, попробую сейчас ему тогда на мудрость, на двойную. Для этого нам нужно вот это вот. Это бижутерия. Хочу мудрость. Эх, продвинулась чуть-чуть на один шаг и все. Мистицизма у него слишком много, понимаешь. Так, а если мне его мистицизмом перекормить? Иногда работает. О, получилось! А, ну получилось только восприятие дать. Эй, хрен с ним, ладно, пусть будет восприятие, значит собирателем будет. Пусть будет собирателем, шут с ним. Ресурсы тоже нужны. Как вариант хороший. Так, восстанавливаем тогда все, обратно кидаем. У кого что было. Кир, привет, привет. Попробовал я поторговаться, как ты говорил, не получилось. То есть включать вот эту штуку сразу здесь, а потом к ним заходить торговать. Не работает, все равно не отображается и не работает эта кнопка во время торговли у гномов, по крайней мере. Но раз у гномов не работает, то ни у кого не работает. Так, берем последний квест или какой-то там. А, все, так мы все квесты сделали. Ну ладно, тогда прям быстрее к гоблинам. У эльфов не работает. Ну, эльфы и гномы, в общем, в этом плане. Да я не думаю, не только у эльфов гномов. Мне кажется, вообще ни в одном городе именно в торговле, в самой торговле не работает. Так. Поприветствовать своих союзников. Там какие-то бафы были. А, нет, тут просто торговля идет. И они просто исчезают. Блин, надо было их убедить и отпустить. О, мои любимые, мудрость дают. Мои любимые мудрые бандиты. Д'Артаньяну и Мыргалтуку, тук-тук-туку, крафтеру нашему. Прям кому надо мудрость дали. Хорошо. Так, мне бы угля. А, вон внизу уголь есть. Два хода как раз давайте сюда сядем. Ох, что-то еды совсем все хуже и хуже. Все меньше и меньше. Так, ну и все, больше мы ничего не скрафтим.
Так, 15 угля, хорошо. Ждите нас, гоблины, ждите, уже идем. О, грибы появились гоблинские первые. Надо сразу перекусить. Здесь сейчас что-нибудь раскопаем на этой территории. У меня, блин, сэр Дармак собирает лучше, чем собиратель гоблин. То ли паук, то ли хомяк, я понять не могу. Вроде паук, а по факту хомяк хомяком. Так, вы прибыли в земли тьмы. Здесь последние следы смертоносного черного тумана продолжают существовать, несмотря на то, что... несмотря ни на что, а солнце постоянно тускнеет, создавая ощущение вечных сумерек. Остерегайтесь ночных кошмаров и созданий, поджидающих вас за каждым углом. Внимание, эти земли сулят вам большие испытания. Большие испытания, чем родные земли. Эту приписку я уже видел где-то в других землях. Земли являются родным домом для говорящих с духами племен гоблинов, что вольготно чувствуют себя во тьме и используют возможности истонченной грани между этим миром и загробным. Также в тенях скрываются порождения тени. Более скрытные и опасные фракции, давным-давно пораженные тьмой. Здесь вы можете найти кости драконов и тьмы. Короче, теневые эльфы, гоблины и ночные демоны. Про ночных демонов тут ничего не сказали. Ну да ладно. Тут выбор очевиден. Идем дальше. Винчики. Покинутое поселение глубоко в темном лесу. О, а чё за эльфийский квест? Баян эльфийский. Нужна ли лешему помощь? Нет, ты не передвинешь мой лес. Лесные демоны, троечка. Что-то как-то по-другому мы его решили, этот квест. Другое событие или это другой квест, ничего не понимаю. Как-то все по-другому, все заново. Все по новой пошло. Так, куда? Ну давай вниз. «19 типов еды. Маловато. Так, нам надо и вниз, и вверх, и везде посмотреть. До вас доходят слухи об оживших мертвецах. Есть. Квест Ивана кастанулся. Активировался. И о мальчике, который, казалось, мог контролировать их, оживших мертвецов. Это может быть ребенок, которого вы искали. Идем по его следу. След в упор. Проклятие волхва появляется. Так, гоблин. Тьфу, гномик. Гномик у нас получает что-то, но нам бы, конечно... судьбу
Судьбу я ему вообще никак не могу накастовать. Так, что, мистицизм тогда попробовать? Он хотя бы будет полезен для рунного мастера во время поединков. Так, мистицизм накастовал гоблину. Все-таки он будет ремесленником, да? Не собирателем. А, может, будет и тем, и другим. Так, ну что, ребята, готовы голосовать в чатик? Сейчас будем вспоминать, как правильно проходить. Так, ну, во-первых, красный режим тут, я думаю, нам не понадобится лук в руки брать. Вроде бы не понадобится, поэтому пошли так. Вы видите место, где завеса между серым миром, землями духов и чистой магией и нашим истончилась настолько, что почти исчезла. Здесь вы видите тело старого волхва, и молодой парнишка рыдает над ним. Тело парня стало наполовину бесплотным, а вены на его круглом лице почернели и пульсируют. Так, ведун, ведьма, магия. Ведун. Становление мальчика явно пошло не по тому пути, он потерян и тяготеет ко тьме. Попытаться спокойно с ним поговорить. Магия. В этом месте скопилось угрожающе много темной магии. Постараться успокоить эту бурю, прежде чем она взорвется, даже если это подвергнет ребенка еще большей опасности. Ведьма. Типичный результат вмешательства мужчин в то, чем они совершенно не разбираются. В чем они совершенно не разбираются. Как можно быстрее убить темное дитя, не позволив ему принести еще больше страданий и скверны. Попробовать поговорить с ребенком просто так. Так, ну тут, я думаю, два варианта. Либо первый, либо второй, ребят. Что выбираем? Ведун или магия? Пытаемся поговорить спокойно через ведуна. Либо пытаемся сначала убрать темную энергию, а потом поговорить. Но темная энергия может, точнее, наши действия могут подвергнуть ребенка еще большей опасности. Второе может подвергнуть опасности Ивана. Через ведуна, говорит Кирилл, Спирит и Сергей его поддержат. Давайте идем через ведуна. Мальчик поднимает голову, черные слезы текут по его бледным щекам. Простите меня, я никогда не хотел. Он сказал, что все в порядке, сказал, что это безопасно пойти с ним. Но затем духи велели мне взять больше от тьмы, а потом еще и еще. И это было так прекрасно, но теперь он мертв. Мальчик скулит. Так, дальше через ведуна. Мальчик должен завершить свой путь, и вы должны стать его проводником, провести обряд посвящения в волхва, чтобы попытаться помочь ребенку. Ну да. Либо четвертый, да, у нас постараться физически вытащить мальчика из магического места, хотя вы знаете, что сильно рискуете. Ну, явно тут через ведуна сейчас идем. Даже через двух ведунов. И побеждаем, да ладно. Вот это плюхи! Так, вы произносите нужные слова, и как только мальчик слышит их, он поднимается и направляется по верному пути, становясь все более материальным с каждым шагом. Вы видите, как тьма покидает его тело, хотя и подозреваете, что он останется тронутым ею навсегда. Он падает без сознания, когда пересекает границу с серым миром, однако вы чувствуете, что теперь стали настоящим волхвом, так как доказали, что можете быть наставником для юного поколения. Айда Дионис, айда СРТТ, красавчики, еще и волхвами стали. Получили дофигище всякого лута, а еще и волхвами стали. Ребенок, прям фейерверки можно, пускать сейчас. Ребенок приходит в себя, его тело и разум вернулись в естественное состояние, так что, возможно, у него еще будет шанс стать волхвом в один прекрасный день. Спросите его, что здесь произошло, и вернуться в деревню. Я не уверен, было так темно и пугающе, множество голосов, и каждый твердит, что я должен делать. Что я должен делать? А потом у меня появились друзья, много друзей, и они делали все, что я хотел. Пока не перестали меня слушаться. Они стали делать плохие вещи, и я не мог запретить им. О нет, нет, ты должен остановить его, моего дракона.
Он где-то здесь. Я думаю, хочет уничтожить еще больше деревень. Костяной дракон. Так, уточнить у мальчика, где находятся драконы, вместе отправиться в путь. Спросить у мальчика, где искать дракона, но оставить мальчика здесь. С этого момента он сам должен выбирать свой путь. Так, берем мальчика или не берем? 1 или 2? Чатик, голосуем. Нужен ли нам такой мальчик? Иван. Мне интересно, что чатик решит. Так, пусть ведьма утрет свой кривой нос. Чё так сразу утрет-то? А, да. Тот вариант с ведьмой, которая предлагала убить и вообще сказала, что мужики в магии не секут. Ты прав. Стрим продлевать надо до 21:00. До 21:00, говоришь? У меня уже 21:40. Так что странное продление. Все за единичку. Так, вместе. Берем мальчика. Мальчик Иван, слушай, картинка та же самая. Призыв нежити есть. Вот, у него уникальный скилл, призыв нежити. Крутяк, крутяк. Но мы его, конечно, переименуем. Это у нас будет 13-й. 13-й мальчик. Бэйби-бум. Бэйби-бум. Просто бэйби-бум. Так. Вау. На внимательность можно будет нам ролить статы. Правда, не знаю кому. Гоблину, наверное, вот этому. Будем давать. Сам мальчик очень медленно передвигается. Мы сейчас ему кабана большого дадим, а этому маленького. А гоблин уже без кабана нормально бегает. Давайте сразу ему ворона тогда отдадим. Все, пойдет. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Дионис-то у нас... Вон он какой стал. И с РТТ. Да вы смотри, что. Прям с РТТ не узнать. Нет, есть что-то от прошлого лица. Тоже такой же субтильный, так скажем. Но от Диониса точно не узнать. Красотулечки. Так, Человек-волх. Нормально, нормально. И тот, и этот. Эх, вот эту бы тоже в ведьму превратить. Как, пока не знаю. Пока не знаю как, но как-то надо попробовать это сделать. О, что у меня тут лежит? Шмотка чужая. Так, ладно, понеслась. Понеслась, хватит тут оценивать. Заценили и будет. Так, кстати, еще я что хотел проверить-то. По статам у нас у ребенка что-то вообще все странное. Ну, на мистицизм очень много всего. Шевелялка с 34 хода. У гномика 29 осталось ходов. У эльфенка 20, тоже 29. Эльфенок и гномик одновременно взрослеют, потом взрослеет ребенок человеческий. Понятненько. Перки у волхвов. О, кстати, да, хорошая мысль. Вау, аура тьмы. Мотивирующее присутствие ускоряет союзников в фиолетовом режиме. И возмездие. Через мистицизм работать. Через мистицизм это замечательно. Любимчик фортуны 4 уровня. Не знаю, какого было. Но пропали все вот эти вот бесполезные перки. Типа камушек. Что там еще было у него, не помню. А у этого камушек остался. А у этого, наверное, и не было камушка. Подожди, это Седрик, блин. Да, у этого камушек тоже пропал. Да, у него, наверное, не было все-таки. У Диониса. Что с этими камушками? Но вот щит черной крови, любимчик фортуне у него точно были. Аура тьмы 2 уровня, аура тьмы 2 уровня. Ну, пока непонятно. Надо будет это
Хотя что пересматривать? Я сейчас могу посмотреть. Что у них раньше-то было? Мы же можем глянуть. Стримы. Так, мое перерождение в паучка. Хотел же вам сегодня показать еще. Наше кладбище детское. Так, это у нас наконец 8 серии. Какие были характеристики, какие были скиллы у кого. Так, это могилка Людмилки. Так, с РТТ у нас был... Ага. Галька у него была и вот этот вот перк, который я качал усиленно. Помните, да? Сейчас у него этого перка уже нету. У него любимчик фортуны и только ядовитый метательный кинжал остались от этого перка. Любимчик фортуны, метательный кинжал. Вот они. Галька и вот этот перк пропали. Хреново. Жалко. Так, здесь у нас покоится Билли, которого мы выпросили у его мамы-матриарха. Она собиралась убить Билли за его магические способности. Он был очень сильным и хорошим мальчиком, но не смог пережить бой с костяными драконами. Рип. Так. Вот он у нас. Дионис. Мы ему давали... Так, у него была изначально удача, и мы ему дали еще перк Барда. Вот этот. Вот перк Бадра он, конечно... Перк Бадра он, конечно, потерял. Да, щит черной крови, я помню, тоже у него был. Ну, обычно смотрите как. Вот этот кулак, он разделяет перки. Слева перки те, которые были у него вообще, а справа даются новые перки. Вот так можно запомнить. Ну, такой лайфхак. Я вот, судя по своим заметкам, думаю, так оно работает. Что за исследование у меня загорелось? Да ё-моё. Как я это сделал? Здесь, наверное, да, как-то вот тут. Что-то нажал, ну вот он похоже на... И как мне теперь его убрать? Ну, ё-моё, такого еще не было. Ладно. Сейчас перезагрузим просто. Надо же, у меня даже в перезагрузке оно до сих пор висит. Офигеть, реально. Интересно. Все интереснее. Что за хрень? Может и был у меня раньше такой баг, но так редко, что я уже даже про него забыл. Так, давайте, наверное, тогда выйдем из игры вообще. И снова запустим. Ну, что это будет висеть? Возраст проверить. А, старые или молодые? Ну, сейчас проверим. — 18 лайков под стримом. Спасибо. 20 сегодня наберем, не наберем. Я вижу, уже отсеиваются люди. Уже людям начинает надоедать. Видимо, на War Tales переключается. Я бы сам уже в War Tales поиграл, но я не могу одновременно две игры проходить. Начинаю тупить жестко. Я и так жестко туплю. Если буду распыляться на две игры, это будет и Тея замедленно. Медленно будет показываться, и War Tales тоже будет медленно события развиваться. В общем, оно никому, я думаю, не надо. Поэтому вот решил все-таки Теечку добить, а потом уже War Tales вместе с вами начнем. Вот если на рабочем столе останется висеть. Не-не, все нормально, все скинулось. Так,
с РТТ. Ионис. Нет, Элдер остался. Все-таки все еще старый. Дионис-то у нас молодой. Волхв. С РТТ довольно-таки взрослый Волхв, к сожалению. Так, Дионис. На мудрость смог выйти. На кой шут ему мудрость? Смекалку дать? Точно, давайте, наверное, ему лучше смекалку дадим, как было, все сделаем. А вот он и дракон, которого нам надо грохнуть. Кстати, биться будем мы не с ним, по-моему. Если в красном режиме, то вроде бы с ним, а если не в красном, то не с ним. Но это точно не помню уже. Ну что-то тут какая-то подстава есть. В фиолетовом режиме нет возмездия. Так, наверное, сами на него нападем, а то он потом на нас нападет, хуже будет. Фиолетовым будем убивать. А можно и в желтом. Да, что-то врубиться не могу. Что у нас лучше-то будет, желтый или фиолетовый? Фиолетовым мы сможем двух крыс вызвать, если что, да? Давайте, наверное, фиолетовым все-таки. Нет, один. Подавление 0,7 мощность и 1 единица замедления. Всех подавляет. Может, пусть выйдет, потом мы выходим. Наверное, так сделать. Я тоже подавлять умею. Не, нафиг, не буду я в поддавки играть. Раз на раз выйти. 1 на 1. Мне кажется, мы его уделаем 1 на 1 даже. Сейчас ускорим только. Кто-то там у нас умеет ускорять. Ну, точнее, замедлять врагов. Ведьма точно. Ноги ломать умеет.
Все, теперь наш эльф первые 3 хода делает. Неужели ему не хватит урона? О, 2 эльфов достаточно было. Плюс 2 максимальной энергии эльфенку дали. Замечательно. Странно, что не Ивану и не волхвам. Ух ты, щит охрененный. Да тут все офигенное. И реликвия ничего так. Но это я голову буду ломать уже, наверное, вне стрима, кому что отдать. Тут что-то вообще до хрена всего, и вариантов надо будет обдумывать много. Так, может быть, что-то самое простое, если сейчас перекинуть. Так, что я там хотел? Броню, да? На этого гнома-гоблина. Хрен там, он не такой толстый, чтобы это все таскать. Кстати, гоблин у нас поднимает меньше веса, чем гномик. О, вот так нормально. Вот так нормально. Так пойдет. Сэру Марглтуку, я думаю, отдам. У него тут множитель 41 и 19, а здесь 26, 49. Тут побольше будет. Фиг с ним, с этим щитом. Так, ладно, пока заморачиваться не буду. Вот это сломаю, чтобы не отвлекал щит. И один, и другой. Есть помощнее. Все. Так. Угу. Драконом разобрались. Так, добываем, что тут есть, что можно добыть. И крафтим, что можно скрафтить. Нет, походу нечего нам крафтить. Новый вид еды. Чутка костей. Так, если через ведьму ищешь... А, наверное, пошел бы. Тогда с драконом какая-то фигня была бы. А, вон как. Так, любимчик, тут однозначно. Так, снова то же самое поселение, где разозленный лес нам дает только баф. И помощь не хочет от нас брать. Да что за фигня? Бесполезно, что ли, ему помощь предлагать? Лесные демоны, кстати, уже все, плюс с ними. Можно плыть к ним обратно и что-то там с ними за этот плюс делать. Не помню, что у них делается за плюсы. За моральку.
Без фанатизма будем крафтить. Так, а то это будет долго. Итак, у нас есть в желтом режиме и в фиолетовом через интеллект. Глаз убеждения с первой позиции мощный, но недостатков очень много. Есть тотем от мистицизма, между прочим. Призывая черный тотем вам в помощь. Его темная магия позволит получать раны вместо ваших союзников, пока он остается жив. Но только для двух режимов, блин, тоже. На случайной позиции на вашей стороне. Даже на случайной... ну, наверное, на той позиции, на которую мы выберем. Ну, короче, я думаю, черный тотем возьмем. Саммоны, оно даже детям понадобится, если вдруг скилл передастся. Даже дети смогут призывать этот тотем в будущем. Так, кроме тефтелек ничего нам не светит. Тотем вещь. Опа! А вот это замечательно. Двое сразу повзрослело, получается, да? Двое повзрослело и передали свои перки. Гномику удачу, а она ему позарез нужна, и я вообще рад, что ему дали. Неживую крысу. Да ладно, да ты весь набор собрал. Неживая крыса и просто нежити. Прямо аутентично получилось. Ну это, конечно, случайно, что ему дали, но прям вот вообще в тему. Так, эльфенку дали метку охотника. Кстати, от восприятия, что ему подходит. Мастер-ремесленник. Элитный перк. Ну, такой себе, ладно. Нормально, пойдет. Вот тут я не очень доволен. Ну да ладно. Так, у нас получается Баба Яга повзрослела, Артемида, да? Да, Элдер. И Гоблин повзрослел, да, тоже Элдер. 3 Элдера у нас. Двое бессмертных. Ну еще Дармак бессмертный, понятно. Угу. Ночные демоны. Так, даем немного крови, и они на нашей... нам дают, по-моему, репутацию, если мы им кровь даем. Сейчас дадим немного. Плюс 3. Угу, дали. Но плюс еще и хворь получили. На 4 хода. Ладно, хрен с ним, репу надо качать. Потерпим. 4-то хода. Тут, блин, руины. Но я думаю, мы как-нибудь их разруиним.
Так, 80 очков есть. Можно еще что-нибудь здесь скрафтить. А, нечего. Ладно, фиг с ним. Болячки. Да это фигня, сейчас они затянутся. Вы натыкаетесь на старую пещеру, вход в которую недавно обрушился. Проверить пещеру. В пещере вы видите разбросанные повсюду кости павших, лежащие перед открытой аркой. За ней вы замечаете какую-то святыню. Останки скелетов облачены в различные одежду и снаряжение. Некоторые старше других, поэтому можно предположить, что не одна группа пыталась войти в это место. Владение магией и мистицизм. Чтобы не погубило этих людей, это определенно попахивает магией, так что сохранять бдительность. Вы ощущаете очень сильное присутствие темной магии, некромантии. Эта сила стремится из нашего ребенка Ивана. Нет. Эта сила стремится контролировать мертвые тела для своих нечистых целей. Как бы то ни было, святыня, кажется, призвана чтить богиню Нию. Присутствие некромантии в этом месте поклонения ей – это явное богохульство. Провести ритуал очищения, который защитит это место от некроманских чар. О, Д'Артаньян, мистицизм, зашибись. Ожившие лежат неподвижно, темные связи разорваны, сила некромантии изгнана. Арка, ведущая к святилищу, мерцает голубым светом, и вы понимаете, что теперь можете сюда войти. Утерли нос этой Нии. Войдя в святилище, вы ощущаете милость Нии. Также вы видите фонтан белого пепла, низвергающийся со стены пещеры на землю. Вы слышали о том, что прикосновение мертвецкого пепла может принести удачу, но в то же время и сулит бедствие. Что-то я не понял, мы что с ней-то сделали? Это же ее некромантией воняет здесь. Мы вроде как от нее защитили, а она нас вроде как милостью одаривает, ничего не понял. Дотронуться до милости. И сэр Д'Артаньян еще и две судьбы. Я офигеваю с этого эльфа, он в каждой серии у нас получает хреновую тучу плюшек. Вот чтобы вы знали, я заполняю уже таблицу вот эту, которую я вам показывал. После каждой серии, кто сколько плюшек получает. И у меня вот выходит так, что Дармак первый, он каждую последнюю серию получает по одной единичке характеристики за 3 часа игры. В то время как эльф там набирает по десятке. Ну, в общем, за эльфов играть выгодно, я вам скажу. Я очистил святилище Не, вон оно как. Так вот, читаю, что прочитал, ничего не понял. Так, мальчика дальше на мистицизм надо раскачивать. Это у него вообще первый левелап. Тут слово дальше не особо подходит. Ах, только один мистицизм можем дать. Ладно, один так один. Так, птицу можно ему еще дать, но она не дает мистицизм. Так. Да, кот самый лучший и реликвии, все верно. Ладно, пусть один будет мистицизм. Дионису уже что-нибудь дать нормальное, что ли? Че он с этой реликвией таскается? Ну ладно, потом подумаю. Вне стрима уже. Что ему дать? Пока и так поди затащим. Что у нас по характеристикам? 70 хп у Д'Артаньяна. Вот это проклятие. Это при том, что еще баф есть. Жуть. Что-то неохота мне пока сюда идти, пока хворь на нас висит. Ну ладно, пошли. Собираем добычу.
Мрачник поджидал. Ну тут мы тупо убегаем. Не буду я заходить. Сейчас, правда, если зайти другое событие. Но все равно. Что-то мне как бы намекает. Как насчет следующий трай, когда будет перки по дефолту брать, а не подгонять под нужное и ненужное? Таких траев уже дофига у меня было. Можешь посмотреть, кстати, в записи. Когда вот этот трай закончится, если будет интересно, посмотри в записи у меня другие. Там такие условия жесточайшие. И вот это вот, про которое ты говоришь, это вот в предыдущем трае было, когда мы за снежинку, по-моему, играли или за кого. Там мы брали то, что по дефолту дают, вот то сразу и брали. Я очень много в поддавки играл с игрой. Там, это самый слабый поддавок, из которые мы использовали. Так, ладно, пойдет. А, хворь снимает... Точно, я же забыл, что у меня мод на антидот есть. Ну, сейчас уже толку. 2 хода осталось. Ради одного хода снимать. Ладно, побегаем. Хотя, снимем. Посмотрим хоть как антидот работает. Ну, тут точно ничего нету. Пошли направо. Так, видимо, все-таки... Как обычно. Эльфов искал. Оказались эльфы в самом последнем пятачке зеленой территории. Гномов искал. Оказались в самом последнем пятачке пепельной территории. Блин. Сейчас гоблины то же самое, наверное, будет. Кстати, смотри, побеждаем со всякими хворями. Мудрости получаем кому надо. А не, никому надо. Кому не надо. Уголек подкинули. Драконья кость. Могли бы собрать, но не можем. Так, может быть мне тогда гоблину... Так. А, у паука и так, по-моему, там на сбор самое лучшее. Ну ладно тогда. Тогда не судьба. Здесь тоже не судьба. Через тебя на ТВ вышел, без твоих стримов сам бы и не купил ее, но внимание на условия стримов не обращал. Вот у меня под каждым видео есть условия. И еще, кстати, чтобы тебе удобно было, чтобы не заходить в эти видео искать и стримы на Google диске, у меня про каждый стрим есть отдельные условия. Вот как раз мы здесь с тобой находимся в этой папочке. Стримы трай компании. Вот какие были и какие условия. Вот эти желтым цветом, они скрыты, но ты в них можешь попасть, если в... Ну, они по ссылке открыты. То есть, если в папочку с... попадешь в плейлист, вот, плейлист, а плейлист, по-моему, не скрыт, то сможешь и сюда выйти. А скрыты они, потому что там, короче, с ютубом проблемы. Так, с его этими музыками, со всякими. Я их с музыкой играл, с внешней, которая была бесплатная, оказалась платной. Ну, короче, неважно. Вот здесь правила все прописаны. Почитаешь, где какие, как играли, кем играли, кем там интереснее, за какого бога. Ну, в общем, траев, как видишь, было миллиард. Просто миллиард. Вот сейчас мы играем за диван. Так, до нее было 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 траев было до дивана. Это у нас 15-й трай уже по Тее. Ёлки-палки, кошмар какой. Сколько можно? Ужас. Летящий на крыльях ночи. Что, тотем тоже брать? Раз рекламируете, возьмем. Не, давай, наверное, ауру возьмем. Вдруг потом перк получше перепадет. Ледяное копье от интеллекта Седрику точно не надо. Парфенку мистицизм нужен, но не один, желательно 2. Так, этого он не сможет взять. Ну что ж, придется брать один. Тебе надо с кем-то совместный трай провести. И такое было. Мультиплеер. Но совместно и тяжело. Мы что там, 3 серии отыграли. Предварительную сыграли. Да? Бета там называется она. Бета мультиплеер. И потом отыграли еще 3 серии с другими людьми, по-моему. После этой бетки одной серии, односерийной. Ну, это там все слишком проблематично, потому что с этими людьми надо реально прям, чтобы у тебя свободное время, у них было. Короче, сконнектиться сложно. Это надо вот с проверенными людьми, которые точно пойдут и точно будут играть. В общем, надо людей на зарплату садить. Вот тогда сработает. А так нифига. Голый энтузиазм, он не работает больше, чем на 3 серии. Так, обратно в ручки все пихаем. — 23 хода. Ну, те, кто меня смотрит и играют. Это если ты про стримеров имеешь в виду. Из стримеров, да, больше никто не играет. Ну, заграничные только. Иностранцы всякие. А что это такое у нас горит? Вот это вот. Что-то я не помню такого. Пошли посмотрим. Пошли огребем. У нас как раз сейчас все свалится. Все хвори. Последний ход. Так. Это тоже шлак. Так, шлак разгреб. Так, что там по добыче? Нифига. По исследованиям нифига. Кашусь одним глазом на монитор, чтобы стрим вам показывал именно тот экран, который нужен. Из-за своей забывчивости вечной. Wartales у каждого второго, ты только у тебя посмотри. Ну, Wartales, потому что он только вышел, ну как, из раннего доступа только вышел. Понятно, что его будут смотреть. У меня на моем канале Wartales смотрят гайды, причем гайды смотрят больше, чем стримы по Тее. Это как бы вот мне сейчас очень невыгодно с позиции стримера играть в Тею, но я так не могу бросить. Я уже начал, неудачно начал, так скажем. Начал, и во время уже серии стримов Wartale вышел, блин.
Проклюкал я этот случай. Сейчас бы, конечно, подписчиков прибавилось и все остальное. Ну ладно. Тычку достримим уж. Долго я ее не стримил. Потом уже все остальное чушь. На судьбу пенять. Так, во время путешествия вы замечаете поляну, усеянную сгнившими трупами. По размеру больше человеческих, скорее всего, это орки. Что мы делаем с орками? Ничего не делаем. Ищем что-нибудь полезное, да? Ну точно не по своим обычаям хоронить. Все, нормально. Альфа-клан плюс 2 репутации. Угадали. Странный какой-то квест. Непонятный. Еще к чему он активировался здесь? Тут еще что-то есть. Да я сбегаю, залутаю. Блин, люблю я бегать, лутать. Блин, ну тут 2 и тут 2. Ты что за дичь? Может на корабле уплыть потом? А нет, тут вот еще тоже надо будет лутать. Так. Боремся. И забираем силу. Проклятие получили. На елки-палки. Придется снимать. А, нечем. Понятно. Обломался. Шипованную кожу хоть покрафтить. А куда мы кости дели, носорога? А, мы их в рунические, что ли, переплавили? Ясно. Тогда не получится то, что хотел. Age of Wonders 4 выйдет, народ туда перекинется. Но я смотрел уже у Антика. Его видосик смотрел, плакал, ржал. А, какие же ошибки он делает. Я вот понимаю людей, которые мне пишут на мои игры, которые я играю первый раз. Первый взгляд на какую-нибудь игру. Ну я-то стримлю, а он-то запись делает. Ну блин, ну чувак, ну как можно так тупить, а? Сначала лучниками походи, потом милишниками подходи и бей. Ну что такое? Он только раза с третьего это понял. У меня так горело. Ну явно видно, что не сосредоточенно играет. Ну так-то не тупой. Но явно человек не сосредоточенно играет. Ну, Антик. Разочаровал меня. Ну, он не обязан очаровывать, он обязан просто геймплей показать, в принципе, и показывает. В этом плане претензий никаких. Вартейлс после первой карты дропнул, неожиданно скучно лично мне. Ну вот я в Вартейлс побегал 2 серии, мне очень тяжело было, потому что тоже скучно. Я не заметил вообще большой разницы между тем, что было год назад, и тем, что сейчас. Вот большой разницы не заметил. Заметил, что теперь ролить статы нельзя. Характеристики, вот это. Да, вот это хорошо, что они подтянули. Остальное, блин, ну то же самое. Те же яйца, только в профиль. А, замануха, конечно. Так, в темном лесу глубоко. Вы исследуете старые руины, пока вас не накрывает темный мрачный туман, страшное эхо дней тьмы. Здесь, на землях эльфов, эта тьма может иметь гораздо большую силу. Призываем сферу света гармонии, чтобы защититься от темной силы, потому что нафиг убежать надо, да? Пошли нафиг убежим. Мы ж прокляты, я просто вот что вспомнил. Проклятие-то мы до сих пор не сняли. У нас фиолетовый жопень.
Ну, в принципе, никто не умрет, так что тоже хорошо. Эх. Во. Как-то так. Эх. Ну ладно. Однотипные бои. Люди в куче вражин. Ну там... Ай, понимаешь, там, блин, карты бы разные были. Вот тоже бы хорошо. Вот в ты каждый раз на разной карте хотя бы играешь. Хотя бы. Хрен с ним, квесты одни и те же. Ну хотя бы карты разные. Ну War Tales одно и то же. Вот добавят они одну какую-то территорию. Но ты пока до нее дойдешь, тебе уже рыгать уже охота от этой игры. Ну я не знаю, вот как-то вот это не то. Игрушка может и прикольная, но вот реализация, блин, вот столько моментов, которых можно... Не знаю. Может быть, я старый дед и ворчу просто, но что-то мне не нравится в ней. Не знаю, что людям так нравится, что люди так на гайды кинулись. Опять что ли? Теперь гармонии, зашибись. Другое теперь проклятие. И все равно фиолетовый хп потерял. Да вы задрали. Убегал от цветоносных, чтобы найти рассадник цветоносных. Бывает. Что там, реально никак, да? Нифига никак. Нифига и ничего. Где-то надо цветы получать. Ой, так, надо, короче, сейчас быть максимально аккуратными. Пытаться ото всего и вся уворачиваться. Ну, War Tales он очень даже похож на эту игру. Battle Brothers. Я причем хотел трайты начать именно с механикой Battle Brothers сделать. То есть сделать себе щитовиков. Первый ряд поставить сзади копейщиков, которые толкают, знаешь, по бокам лучников. Ну, как это, линеечки в батле, как пешечки вот эти составить. Нифига так не работает, потому что каждый раз начинаешь бой, и у тебя где попало твои ребята стоят. Так, ну тут, короче, нормально все выпало. Цветы где? Дайте цветы. Что там еще вместо цветов можно использовать? Так, на духовное исцеление кости. И жрачку. Жрачку всякую цветы, понятно. Так, на снятие проклятий. Янтарь нужен и цветы. И грибы. Так, жрачку вижу, кости вижу. Не по пути. Ну, пошли по пути искать. Так, тут только до угля добегаем, либо до костей. Эх, пошли, наверное, до костей. Упс. Или до угля уж лучше пойти. Да убьем мы их, поди, или нет? Нифига мы их не убьем. В желтом режиме разве что. В желтом все равно судьба у нас 45%. Это жесть.
Пойдем сюда пока встанем. Вдруг нас не заметит и пропустит. Ай, ладно. Пусть добывает уголь, когда мы его еще подобываем. Бои никакущие. Ну, там, да, там разница-то большая, только какое у тебя оружие будет. У каждого оружия один скилл, как бы, да. У тебя какие-то врожденные скиллы, которые, в принципе, можно расширить. Но в целом, скиллы сами по себе не качаются, качаются только характеристики, которые на эти скиллы могут влиять. Ну, может быть, даже удобнее. Но скучно. Оружие ты как бы особо не подберешь, скрафтить можно, в принципе, да. Но это развиваться, опять же, очень долго до этого момента. Не, в Wartale очень много интересного. Тот же графоний взять. Это вообще классно. Все вот эти вот супер убийства, это прям четенько, это красиво, это заманчиво, это выглядит очень свежо и вкусно. Неужели еще один персонаж у нас будет? Нет. У нас есть много вьючных коз, лошадей и собак. О, первая собака, наконец-то. Так, доспех, сломать. Гримуар 1.0 сломать. Еду мы получили, кстати. Может быть, можно фиолетовое хп будет отхилить. Ну да, можно отхилить. Чуть-чуть отхилим. Думаю, чё бы нет. Так, добычи нету. Исследования вроде есть. Я все Against the Storm гоняю. 15 уровень этого престижности. Но мне Ливни Панк вообще не понравился новый. Вот кто играл, те, наверное, понял. Игра классная, стратегия. Про цепочки производства. Успеть произвести, сделать все, что как надо до того, как произойдет какое-нибудь опасное событие. Так, я что-то не хочу уже сюда идти. Там опять какой-нибудь этот мрачник, опять проклятие, все дела, или убегать. Пошло оно в жопу. Идем искать гоблина дальше. Руины эти. Четырнадцать типов еды. Маловато. Эх, где Баба Яга, которая с нас проклятие-то снимать хочет? Нету, не видно ее. Холмы одни. Кругом одни холмы.
Так, это мы сейчас, да, крафтим? О, напали. Нет, мимо побежали. Боятся нас, что ли? Так, гномику нужна судьба. На худой конец мистицизм. Можно еще вместо вороны, кстати, барана посадить. Давай. Так, нету мистицизма. Берем смекалку, пойдет. Пойдет и смекалка. А гномика посадим на лошадь. Кожу крафть. Дай Тейшке подержать гримуар нормальный перед смертью. Ты что, все думаешь, все ждешь, пока он умрет? Да он, может, не умрет вообще. Я хрен его знает, как это работает. Может, не умрет. Может, там еще потом еще должен быть тег Суперстар. Не просто стар, а Суперстар. Гоблины, мать вашу, вы где? Неужели на том, блин, маленьком пятачке? Островке? Ну тут все. Больше тут ничего нету. Ты, твою мать. Точно на том островке, вон на маленьком, вот на этом. Ай, ё-моё. Как же неудачно вечно. Направление выбираю. Привет, привет, Бонжорно Черри. Знакомые люди подтягиваются. Людмилку жалко. Эх, сколько тебя еще ждет огорчений. О, ладно, нашли. Здесь где-то есть. Видимо, на землях орков они живут. Так, а с гоблинами, по-моему, в фиолетовом режиме надо с ними раскуривать сигару. Сейчас проверю. Чтобы репутацию получить с охраной. А чё мы вообще гоблинов-то ищем? Нафиг они мне сдались? Мне же не гоблины нужны, мне же ночные демоны нужны были. Чё я к ним попёрся? А, рой я вообще искал. Я же рой искал. Так. Репутация мир духов. Да. Победить в фиолетовом испытании. Нафиг гоблинов, пошли искать этих. Ночных демонов или рой. 10 репутации. Ладно, хотя бы найти, где они есть вообще. Вот они. Может, у них проклятие с ними. Вот что я еще думаю. Так, вы натыкаетесь на группу гоблинов, копошащих над какой-то хитроумной машиной. Интеллект гном-гоблин.
Немного смахивает на катапульту. Вы про них читали. Спросить гоблинов, правы ли вы. Ты меня напугал. Да-да-да. Блин, я помню этот квест. Не буду я его читать. Тут... Украсть, пока они что-то спорят, можно, в принципе, сделать. Да, неплохо мы украли. Только вот продолжение квеста мы не получили. Ну и хрен с ним. Зато что-то элитное понаворовали. О, крафтеру вообще замечательно пойдет. Это нам хорошо подфартило. Так, а второй крафтер у меня кто самый лучший? Эльф, походу, да? Ну ладно, потом. Если что-нибудь будем серьезное крафтить. Поменяю в ручках. Так, Седрик, мистицизм, надо ему поискать. Да, что-то меня уже накалять начинают эти поиски мистицизма. Ладно, давайте единичку возьмем. Мы, в принципе, его на максимум и так зарядили мистицизмом. Не получилось. Так, гоблины. Что мы с гоблинами будем делать? Гоблины. Так, лечиться без репутации. Что получится, нет? Так, проклятие. А, мы ж тут в призраков можем превращаться. Кстати. Это нам надо 10 мистицизма, чтобы в призраков превращаться. Так. Посещение шамана. Нет, тут репутацию надо качать, чтобы проклятие снимать. Это надо нам 50 репутаций. Короче, долго это все дело. Так, что будем качать? Или ищем рой, или ищем ночных демонов. Чем занимаемся дальше? Плывем на маленький остров сейчас? Или качаем репутацию у гоблинов, получая опыт? Давайте голосовать. Гоблины или... Ну, репутацию гоблинов. Гоблины или ночные демоны. Рой. Ночные демоны Рой, это вот, в принципе, они на одних тех же территориях, так что только вот сюда идти. Пока что. Так, ночные демоны. Репа. Рой. Ну, Рой, ночные демоны это одно и то же. Ну, 2 человека за... 3 человека за то, чтобы уходить. 1 человек ТТ за то, чтобы здесь пока остаться, покачаться. 2 за то, чтобы остаться. Пока плывем. Большая часть пока за то, чтобы уплыть. Детям надо качаться. Дети до зимы не успеют. То есть зиму дети не дождутся. Они раньше повзрослеют. То есть как бы ждать зиму тоже такая себе идея. Я не знаю сам. Так, ну что у нас большинство получилось? Так, уплыть. 1, 2, 3. 4. 5. 5 за то, чтобы уплыть. 2 за то, чтобы остаться и качать отношения, да? ТТ и Спирт только хотят остаться. Так, тогда ладно, плывем. Плывем, уходим отсюда нафиг.
Решено. Сейчас по землям пробежимся орочьим. Мы тут еще не открывали их. А может, что-то еще и найдем. И прокачаемся параллельно. Поэтому, в принципе, попробую удовлетворить всех сразу. И прокачка детей, и путешествие к Рою и ночным демонам. Так, ладно. Идем. На море самый лучший кач. Кстати, качка на море, это звучит довольно-таки логично и связано. Ну, что-то не знаю насчет моря. Нам бы проклятие снять, прежде чем на море качаться. %45% мощность, она, знаешь ли, не особо качает. Сейчас мы быстренько добежим. События, в принципе, никакие не происходят. Блин, ночи я исследую, да, бегаю. Опа, костер, сейчас мы разожгем. А, из драгоценных камней же можно, да. Ну там эти янтари нужны. Дешманские драгоценные камни. Так, ничего я не нашел. Ни одного здесь поселения. Свистать всех наверх. Не знаю, сколько там плыть. Наверное, за один ход доплывем. Ну ладно, хрен с ним, пусть так сидят. Ну да, янтарь, да. Я в этом... Я тебя понимаю, да. Я это и хотел сказать. Моя жаба не позволит мне другие камни просто использовать. Так, мы, пожалуй, просто пока вокруг поплаваем. Это на рыбе так и остался, прикольно. Есть ли смысл перекрафтить дорогие камни в янтарь для снятия проклятия? Нет, нету. Наоборот, нету. У тебя ритуал идет. Тут нарисовано чем? Для снятия проклятия. Нарисованы янтарь нарисован. То есть ты можешь переплавить в, допустим, в топазы, но их все равно 50 надо будет. Ну тут как бы сам поймешь, когда начнешь заряжать. Сам увидишь. Что нарисовано, то и надо пихать. Это типа самый дешевый. В этом слоте самый дешевый будет материал. Остальное можно, конечно, он и драгоценные кости запихать. Зачарованные 50 штук. Это я не знаю, сумасшедшим надо быть. Нет, не надо перекрафчивать. Но можно. Можно, но невыгодно. Так. Рой, ты где? Так, не буду, наверное, заплывать вглубь. С краешку проплывем. Самый лучший кач на море. Изверг.
Сейчас нас еще это потопят. Ага, так, мы можем на землю высадиться, и тогда они нам ничего не сделают. Так, рассадник мы нашли, но это не то, что мы искали. Так, это у нас драконы или каменные тролли? Наверное, драконы. Вы находите старый карьер, казалось бы, заброшенный. Когда вы подходите ближе, вы видите следы прошлого. Сломанное оборудование, брошенные инструменты и выброшенную руду. Когда углубляетесь дальше, то обнаруживаете множество человеческих останков под слоем густой пыли. Похоже, они сражались друг с другом в каком-то безумии, пока не умерли от потери крови и истощения. Затем вы находите следы чего-то большего, скользящего и тяжелого, и оно прорыло нору в скале поблизости. А, змей! Здесь сидит змей. Не, давайте свалим нафиг. Собираем, сваливаем. Не, я не хочу со змеем пока встречаться, пока у меня отряд ослабленный. Когда уже ведьмак останется, елки-палки. Халявная наша ведьма. Так я и спрашиваю, топаза и малахита у тебя много, почему бы не даунгрейдить из топаза сколько ты... Наоборот! Деградировать. Деградацию сделать. Ну, можно, в принципе. Как вариант, да. И снять проклятие. Ну, там проклятие, правда, один уровень снимается, мало. Ну, хотя бы так. Тоже верно. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Хорошая идея. Не знаю, зачем я гоблина любимчика фортуны взял. Ну, пусть будет. Блин, что вы там встали-то? Кстати, цветочки. Чё я парюсь-то? Проклятие, проклятие. Вон цветочки растут. Все. Комбайн включен. Сейчас будем засасывать. Без всяких там этих даунгрейдов обойдемся. Даунгрейдеров. Ну, можно было, в принципе, так сделать, да. Видишь, свежий взгляд. Так, 24 собрали. Идем еще поищем. Нет, тут походу тоже на острове ни черта нету. Вообще неудачно остановился. Так, проклятие мы пока не снимем, не накопил. Так, даунгрейдить. Это у нас что, малахита какого-нибудь, да? Малахита и рубины мы можем, в принципе. А, не, наверное, не можем. Только топазы. Ну-ка, сейчас проверим. А, уголь теряем. Ну и хрен на него. Топазы выгоднее всего. Это сколько? 8 штук. У нас 8 на 4. Что там, 32?
Да, 32. Это 8 угля мне надо и 8 топазов. 32 янтаря будет. Это не 50 янтаря, это будет 32. А у нас сейчас янтарь есть один только. Короче, это не полная стоимость будет. Но мы за один ход это здесь делаем. Так, давай еще что-нибудь тогда. Угля мне вроде хватает. Здесь уже поменьше будет. Ну да ладно. Так, 2 хода потребуется. Я думаю, хватит. Там что? Или не хватит? Привет, Циник, привет. Потом сначала... О, 53! Как раз, 53 янтаря мы с вами добыли. Но это только один уровень проклятия. А у нас их этих уровней 4, что ли. Да ладно, чё опять никого не нашли? Ну что ж, чё за невезение? Ёлки-палки, вот как так-то? Где все? Куда все делись? Подевались? Нет, чистый остров. Так, ну-ка давай зайдем, посмотрим. Меня интересуют ночные демоны и рой. Ночные демоны. Земли гномов мы полностью посмотрели. Земли орков. Земли орков. Что мы не посмотрели в землях орков? Вот здесь, вот в этом небольшом пятнышке могут быть ночные демоны, что ли. А, вот здесь еще тоже вверху не смотрели. Вообще не смотрели на полуострове на этом. Здесь вроде как пробежались по низу. Наверху вряд ли кто-то есть. Короче, вот этот полуостров еще может быть, да? И вот это вот темное место тут совсем немножко. Рой. Земли гоблинов. Нету роя на землях гоблинов, на землях славян, значит. Ну, земли славян это вот здесь, у ледяных земель. Там, в принципе, вообще дофига территория. Ночных демонов сейчас уже проще найти будет. Ладно. Давайте искать ночных демонов. Снимаем проклятие, если получится. Один уровень проклятия. Любого типа, да, получается. Приоритет физическое, потом ментальное, потом фиолетовое. То есть мы снимем только ментальное проклятие, получается, вот это, и все. Фиолетовое мы не снимем. Ну ладно, хотя бы так. Сейчас проверим. Что-то произошло. Ну да, как было 4 уровня, так осталось. Но желтого проклятия ни у кого больше нету. Нет, вот у одного есть Диониса, блин, все собрал. Но у него и было. Это он когда превращался еще в барда, у него было проклятие 3-го уровня. Так оно и висит до сих пор. Да, бывает. Фиолетовая. Слушайте, а чё я туплю? Пошли к гномам. У них снимем фиолетовое проклятие. А где у них город-то? Кто помнит?
Где-то здесь, на краю, да, был? Или он... А, он сейчас для нас не видим. Ну, где-то он тут, по-моему, был. Сейчас туда поплывем. Снимем. И тогда уже пойдем. Если они снимают, что я не помню. Так, 3 часа у нас закончилось. Ну, давайте хотя бы наметим контуры, куда плыть. Попробуем гномов найти. Мы зря с ними репу качали. Не появились еще. Блин, что их заново открывать надо? Каждый раз. Где-то мы бегали... Чуть ли не вот здесь, что ли. Что-то помню, вода какая-то была. Или вот эта вода была. Мы бегали здесь. Нет, по-моему, вот здесь где-то мы бегали. Вот здесь, по-моему, мы бегали. Вот здесь вот, где этот флаг, наверное, стоит. А, вот они, эти саламандры, точно, точно. Вот они, лисы. Вот здесь где-то гномы находятся. Ну, не доплыли, ладно. Да, на стыке. Блин, квест. Вода спокойная, небо чистое. Вы слышите слабую, но манящую песню на волнах. Владеющую магией. Здесь магия. Приготовиться к нападению. Сразиться с чарами фиолетовым, теневом. Но тут всего лишь 5-й уровень. Победили. Еще и мистицизм получили. 0,4. Ну, на 40%. Проклятие. 60% в минус, поэтому получается 0,4, да? Нормально. Ну, единичка на самом деле дали. Разбивайте чары, видите 3 удивленно уставившихся на вас морских демонов. Они моргают несколько раз, затем улыбаются. Вы освободили нас и можете увидеть наши истинные лица. Пусть море вознаградит вас, они уплывают, сладко поцеловав вас на прощание. Спасибо за чмоки-чмоки. Пока-пока. Мы сейчас тоже будем прощаться. Вот они, дети земли, открылись. Ну все, нормально, сейчас к ним побежим. И, в общем, все сделаем. Ладно, это я уже вне стрима разберусь, кому что делать. Ну что, до пятницы, ребят. Спасибо, 23 лайка вижу уже. Спасибо большое. 16 человек нас смотрят под конец стрима. Блин, плохо, что у меня часовой пояс другой. Я бы, конечно, по московскому лучше стримил. А не по сибирскому. Постоянно под вечер больше подтягивается под конец стрима народу. Ну ладно, всем здоровья, всем добра. Пальцы вверх. Не забывайте писать в комментариях, какого вы персонажа хотите себе. Подопечные. Пока-пока.